Всем привет! Несколько дней назад состоялся релиз Катакури. Решил записать о нем мнение, потому что в комментариях под предыдущим видео было достаточно много сообщений о том, что он якобы overpowered. Кто-то говорит, что у него есть свои недостатки. Но тем не менее, назвать Катакури однозначно сломанным или overpowered тяжело. Сейчас давайте посмотрим просто вообще в принципе на его скиллы, как они выглядят. Вот, допустим, первый скилл. Очень хороший скилл в плане рейнджи, дальность его практически составляет всю арену, но при этом можно спокойно наказать Катакури дэшем за спину. Он готовит этот удар ровно столько же практически, сколько и тот же Крекер, то есть увидеть его достаточно легко. Ну и соответственно, посмотрите на восстановление, да? Что касается второго варианта первого скилла, то он мне не очень нравится, потому что Катакури на долгое количество времени зависает в воздухе, естественно, открывает его для атаки противника. Вместе с этим мне не нравится тот факт, что нельзя никак контролировать этот удар, то есть не повернуть его ни влево, ни вправо. Ну и, естественно, такая же ситуация, как и с первым вариантом первого скилла. То есть обратите внимание, какое долгое восстановление. Что мы имеем по итогу? Первый скилл в обоих его вариантах очень опасный, если мы промахиваемся. То есть контратаковать Катакури достаточно легко на них. Я в основном использую первый скилл для того, чтобы открыть возможность использовать скилл с пистолетом. Если вы обратили внимание, в видео, которое выходило в день релиза Катакури, я как раз таки этим и занимался. То есть я использовал первый скилл куда-нибудь в сторону для того, чтобы открыть продолжение и иметь возможность издалека попробовать поймать противника. То есть пытаться ловить противника первым скиллом достаточно опасная идея, поэтому я стараюсь больше как-то играть аккуратнее. Что стоит сказать касательно вот продолжения первого скилла? То есть это выстрел, очередь из 3 выстрелов, которые вы никак не можете отменить. Вы не можете не контролировать направление, то есть вы опять-таки подставляетесь, да, долгое время вы находитесь открытым для атаки противника. У многих персонажей в этой игре уже есть как бы подобного рода скиллы, и я не совсем понимаю, почему разработчики решили именно Катакури не дать возможность отменять и не дали возможность его контролировать. Есть тот же Кума, есть тот же Эйс, есть даже тот же Дофламинго, но почему-то именно у Катакури они решили отнять эти возможности. По какой причине, мне непонятно. Возможно, они хотят аргументировать это тем, что у Катакури есть воля, которая способна выбивать логию. Но, извините меня, мы же не играем постоянно против персонажей, которые обладают логией, да? Да и, знаете, я, если честно, не вижу никакой проблемы наказать того же Акаину одним дэшем и автоатакой совершенно не составляет труда. Это все, что касалось первого скилла и его продолжений. То есть мы уже видим, что у персонажа есть определенные проблемы с его мобильностью, да? Давайте еще касательно дэши скажу. Дэши у Катакури очень хорошие, они дальние. Подобный дэш позволяет ему прям со старта атаковать. То есть видите, какое расстояние он преодолевает. Но опять-таки посмотрите на восстановление, да, то есть это не самое быстрое восстановление после дэша. Давайте я сейчас вам для примера покажу. То есть смотрите. Вот видите, насколько быстро он имеет возможность сразу атаковать. Но дэши при всем при этом очень хорошие. Автоатаки, в принципе, у него хорошие. Давайте посмотрим, как они визуально выглядят. 5 ударов, все в формате рукопашного боя. Что не понравилось? Не понравилось то, что у его автоатак нету какой-то индивидуальной фишки, как мы этого уже привыкли видеть у того же, допустим, Эйса фестивального, как у Джека. Обычно автоатаки достаточно приятные, в принципе. Можно по-разному совершенно продолжать комбо на них. Можно вот так, да, делать. Можно по одной точке делать, то есть достаточно легко на нем делать комбо, поэтому особо тут комментировать нечего. То есть восстановление после первой автоатаки в принципе позволяет делать вот такие вот тычки по противнику, да, если он стоит на земле. В принципе неплохо. Что касается, наверное, самого сильного его скилла, второго, скилл очень хороший, его можно поворачивать, направлять, куда в итоге противника кинуть. Ну и опять-таки давайте посмотрим. Вот, то есть вы используете первый скилл. Видите, да? Вы промахнулись и посмотрите, то есть тоже, ну, в принципе, на это среагировать можно. То есть он опять-таки стоит на месте. Что касается вот этого скилла, у него, в принципе, хорошая рейнджа, но вот видите, в чем проблема? Насколько быстро восстанавливается противник. Опять-таки, вопрос к разработчикам, то есть когда они делают подобного рода скиллы, которые не роняют противника на землю, но вы делаете хотя бы нормальное восстановление противнику. То есть если вы где-то замешкаете после вот этого скилла, вы, допустим, побежите вот так вот, то все, противник уже восстановится
восстановиться, понимаете? То есть, используя второй скилл вот на таком расстоянии, вы даже не успеете использовать первый скилл, обратите внимание. Видите? Все, противник к тому уже восстановился и уже имеет возможность уйти. И вот опять-таки обратите внимание на то, как используется скилл и когда появляется возможность использовать дэш. То есть, видите, если таким промахнуться, то Катакури очень легко наказать. Поэтому это еще один скилл, который заставляет Катакури очень сильно открываться. Большое количество вопросов вызывает, конечно, сама воля наблюдения. Немногие понимают, как она работает, но суть на самом деле простая. Если вы ждете, что ваш противник будет что-то использовать, вы должны, грубо говоря, посмотреть в будущее и нажать этот скилл. Если ваши прогнозы совпадут с реальностью, то игра триггернет замедление времени. Я знаю, что бот сейчас, сразу после того, как я активирую ему интеллект, использует какой-нибудь скилл. Поэтому, смотрите, я использую волю наблюдения и сразу включаю интеллект боту. Видите, вот он использовал, и у нас замедлилось время. Но замедляется время, сразу хочу сказать, только вот на первое использование. Честно говоря, не знаю, зачем разработчики оставили вот этот эффект. Да, вот видите, обратите внимание, что вот эти вот полосы, цветокоррекция поменялась, да, у экрана. Это все лишь визуальное оформление. Честно говоря, я думал, что у воли наблюдения есть какое-то продолжение, скажем так, после того, как ты его триггеришь. Но, как оказалось, нет. Визуальная составляющая меняется, а так в целом ничего больше не происходит. Когда вы предсказали действия противника, он использовал, то есть вы должны сразу быть готовым к тому, чтобы его атаковать. Потому что, если честно, не так много времени дается на то, чтобы противника наказать. И опять-таки, вот этот вариант воли наблюдения, он не идеальный. Потому что, ну видите, то есть это же видно, то есть что он использует это. Тут уже будет очень сильно зависеть от того, против кого вы играете. Если вы играете против нормального, грамотного противника, то он прекрасно понимает, что воля у вас уже, скорее всего, есть, и что вы ее будете активировать. Поэтому в этот момент он просто ничего не нажмет. У Катакури воля наблюдения триггерится на любое нажатие противником. То есть это может быть автоатака, это может быть дэш, любой скилл. То есть любое, все, что вот именно жмется, кроме кнопок движения. Хотя вроде бы были даже ситуации, когда и на движение какое-то просто триггерилось, как будто бы. Но в общем и в целом, то есть воля триггерится на любое нажатие. То есть против грамотных противников использование воли наблюдения может быть просто невозможным. В связи с тем, что противники просто понимают, как оно работает, да, и что им нужно или не нужно делать, скажем так. Теперь давайте поговорим касательно специального скилла. Вот так он выглядит. По урону 13 тысяч. У него очень хорошая дальность, обратите внимание, можно прям вот отсюда уже его использовать. И он до противника дотянется. Ну, понятное дело, что если вы таким скиллом промахнетесь, то опять-таки вас достаточно легко наказать. Интересно его вот эти два продолжения. Имеют они также очень хорошую дальность, но опять-таки, если вы хотите сетапить вот этот скилл, допустим, вроде красный армор, но в конце по итогу есть какой-то промежуток времени, который противник может влезть и вас наказать. Многие, возможно, знают, но можно использовать продолжение спешала несколько раз. Просто нужно чередовать первый и второй скилл. Также после использования спешла и одного из вот этих скиллов у вас открывается дополнительный скилл, который появляется прямо над головой у противника, вне зависимости от того, как далеко вы от него находитесь. То есть вот так он выглядит. Очень хороший скилл, в принципе, для того, чтобы, скажем так, сетапить новое комбо на восстановление противника. Но опять-таки надо понимать, что он также наказуем, если противник вас, скажем так, читает. Обратите внимание, Катакури тоже продолжительное время находится на одном месте. Теперь давайте поговорим касательно активных скиллов. Один из них выглядит вот так. Продолжительное время держит противника на одном месте. Скилл очень сильно напоминает Special до Фламинго. Данный скилл очень хорош для того, чтобы сетапить новые комбо. То есть, видите, даже после использования какое-то время скилл будет действовать. Единственное, что вам нужно научиться понимать тайминги, потому что иногда, видите, вы, если слишком рано нажмете на скилл, то, соответственно, противник просто встанет, его просто скилл не поймает. Нажать вовремя этот скилл, использовать первый скилл, чтобы увеличить дистанцию, использовать первый скилл, опять отойти и опять использовать пистолет. Таким образом вы делаете безопасное комбо, и уже у вас, в принципе, к тому моменту практически откатывается первый скилл.
Ну, про этот, скажем так, скилл особо говорить нечего. Он дает возможность вам выйти из комбо и контратаковать противника сразу же. Тут единственное, конечно, видите, бывают моменты, когда противник вас перебивает. Если у противника какая-то серия быстрых ударов идет, то существует вероятность того, что он просто вас перебьет. Нужно с осторожностью использовать этот скилл. Научиться принимать решения. Где-то вам нужно использовать этот скилл и уйти, а где-то вы можете позволить себе использовать этот скилл и сразу же поймать противника. Тут нужно понимать, что именно использует ваш противник. Также стоит отметить, что у данного скилла очень быстрый откат. Для подобного рода скиллов с возможностью уходить из комбо это на самом деле нонсенс. Ну и последнее, о чем осталось сказать, это его ульта. Ульта, кстати, у него достаточно большую дистанцию имеет. Вот буквально отсюда я дотянусь до Акайну. Ульта выглядит круто. Ну что ж, теперь, наверное, пора делать какие-то выводы касательно персонажа. Ну, лично от себя могу сказать, что персонаж не является каким-то overpowered, каким-то ломаным. У него есть инструменты, которые позволяют ему хорошо взаимодействовать с противником на дальней дистанции, не подходить к нему лишний раз. Но при этом эти же инструменты являются для него самой большой опасностью. Если он своими скиллами не будет попадать по противнику, то противник может наказать его. В целом могу сказать, что Катакури вышел персонажем хорошим, с визуальной точки зрения, да, то есть моделька выглядит его потрясающе, озвучка у него хорошая, скиллы, в принципе, хорошие. Конечно, ожидал немного иного, но в целом, как бы, есть как есть. Не понравился тот факт, что у него нету своей индивидуальной музыкальной темы во время боя на арене. Честно говоря, очень ожидал услышать какую-то инструментальную версию главной темы Катакури, но, к сожалению, почему-то разработчики решили ее не делать. Единственное, давайте я сейчас еще вот такую вам фишку покажу. И сейчас это будет, кстати, касаться не только Катакури. Я сейчас вам покажу одну особенность у больших персонажей. Сейчас обратите внимание. Вот смотрите, вы начинаете движение и видите, со временем персонаж замедляется. А теперь обратите внимание, что будет, если вы нажмете кнопку и сразу же ее отпустите. То есть понимаете, что происходит? Персонаж держит скорость быструю. То есть посмотрите, как он перемещается быстро, достаточно. То есть если вот таким образом научиться двигаться, то персонаж становится еще мобильнее. Возможно, на Катакури это не так сильно видно, но сейчас я вам покажу, как это выглядит на Джеке. То есть вот видите, он стартует движение и потом как он замедляется. Вот допустим, встанем сюда, я не буду отпускать кнопку движения, чтобы не поменять скорость. Видите, как вы медленно бежите из одной части в другую. А теперь смотрите, что будет, если нажимать и отпускать кнопку. Видите, насколько быстро я добрался до этой точки? Этот буст, который идет у персонажа в начале, его можно сохранить, просто отжав кнопку. Вот если вы не отпускаете, видите, да, что происходит? А теперь отпустили, нажали, хопа. И персонаж у вас бегает, как ни в чем не бывало. Используйте такую фишку, может быть, кому-то она пригодится, и может быть, Джек уже будет казаться не таким медленным. В общем-то, у меня на этом все. Всем огромное спасибо, что смотрели, и пока-пока.